Что если самое совершенное оружие на Земле было создано не человеком, а временем? Что если в мутной воде прямо сейчас лежит существо, которое почти не изменилось за 80 миллионов лет, потому что ему не нужно было меняться? И что если этот хищник уже выбрал свою следующую жертву, но она об этом еще не знает? Это не легенда, не миф, не преувеличение. Это реальность, скрытая под поверхностью. Сегодня мы погрузимся в мир, где вода не источник жизни, а граница между существованием и мгновенной смертью, где каждый всплеск – это сигнал, где каждое движение может стать последним. Это история о существе, которое не просто охотится, оно ждет. Река кажется спокойной, поверхность воды неподвижна, как стекло, легкая рябь от ветра. Где-то вдалеке кричат птицы. Все выглядит безопасно, почти мирно, но под этой гладью другой мир. Мир, где свет исчезает уже на глубине нескольких метров, где температура воды держится около 28 градусов, создавая идеальные условия для хищника, где течение скрывает запах крови за секунды. И главное, мир, где невозможно увидеть угрозу до того, как она нанесет удар. Здесь нет предупреждений, нет шанса убежать, есть только тишина и внезапность. Нильский крокодил не просто животное, он живая реликвия, достигает длины до 5-6 метров и веса более 700 килограммов. Его тело – результат миллионов лет эволюции, доведенной до совершенства. Его кожа – броня, толстые остеодермы, костные пластины работают как естественный щит, но настоящая сила в конструкции. Его челюсти закрываются с силой более 3000 фунтов на квадратный дюйм. Это давление, способное раздавить кость, как сухую ветку. И при этом почти полное отсутствие усилия при открытии, как капкан, который захлопывается мгновенно. Он не кусает, он фиксирует. И когда это происходит, уже слишком поздно. Его глаза едва выступают над водой, зрачки сужены, ноздри на поверхности. Все остальное скрыто. Он видит, он слышит, он чувствует. На его коже расположены специальные сенсорные органы, интегументарные рецепторы давления. Они улавливают малейшие колебания воды, падение капли, движение ноги, биение сердца раненого животного. Для него вода как сеть сигналов. Он не ищет добычу, он читает ее присутствие. И когда сигнал становится достаточно четким, он начинает двигаться. Без шума, без волн, как тень, которая оживает. Нильский крокодил может не есть месяцами. Его метаболизм замедляется до минимума. Сердце бьется медленно, энергия расходуется экономно. Он не торопится, потому что знает, рано или поздно добыча придет сама. Животные приходят к воде пить. Люди – стирать, ловить рыбу, купаться. Они делают это каждый день, и каждый день он ждет. Это не охота, это стратегия неизбежности. Секунда. Этого достаточно. Крокодил способен разгоняться в воде с взрывной скоростью. Его хвост – мощный двигатель, создающий мгновенный импульс. Он не плывет, он выстреливает, челюсти захлопываются, вода взрывается. Тело жертвы исчезает под поверхностью. Без крика, без борьбы, как будто ничего не произошло. Это не атака, это стирание. Если жертва слишком крупная, он не отпускает, он вращается. Так называемый смертельный ролл – механизм, при котором крокодил закручивает свое тело вокруг оси, разрывая плоть и ломая кости. Это не хаотичное движение, это расчет. Как если бы вас затянуло в промышленный механизм, где каждая деталь работает на разрушение. Связки рвутся, суставы выворачиваются, тело теряет целостность, и вода снова становится спокойной. Крокодил не всегда убивает сразу, иногда он держит. Он тянет жертву под воду и удерживает ее там, без воздуха, без шанса вдохнуть. Его дыхательная система позволяет ему оставаться под водой до 30 минут, а в состоянии покоя – до 2 часов.
Жертва же теряет сознание через минуты. Это не борьба силы, это контроль времени, и время всегда на его стороне. После охоты начинается другая стадия – поглощение. Крокодил может глотать крупные куски мяса, не пережевывая. Его желудок выделяет чрезвычайно сильную кислоту – pH около 1. Это почти как промышленный растворитель. Кости, копыта, рога – все разрушается. Иногда внутри находят даже камни. Гастролиты, которые помогают перемалывать пищу. Это не просто пищеварение, это переработка. Полное уничтожение следов. Он не испытывает эмоций в привычном смысле. Его мозг прост. Решения прямые. Обнаружить, подкрасться. Захватить, утопить, съесть. Никакой жалости, никакого сомнения. Это чистая функция, как автоматическая система, которая активируется при определенных условиях. Именно поэтому он так опасен. Потому что его нельзя обмануть. Он не реагирует на страх, он реагирует на движение. Большинство животных избегают людей. Нильский крокодил? Нет. Он воспринимает человека как добычу. Каждый год сотни нападений. Десятки со смертельным исходом. Он не делает различий. Размер, вид, поведение. Если вы находитесь в его зоне, вы часть системы, и система уже работает. Но самое пугающее – не его сила, а его контроль. Он знает свою территорию, каждый изгиб реки, каждое место, где животные приходят пить. Он выбирает позицию, он ждет, он рассчитывает. И когда момент наступает, он исчезает вместе с жертвой. Без следа, без свидетелей. Как будто река сама забрала свое. Нильский крокодил. Это не просто хищник, это напоминание о том, что эволюция не всегда стремится к разуму. Иногда она стремится к эффективности, к совершенству в уничтожении. Здесь, в мутной воде, все еще живет нечто, что действует по законам старше нашей цивилизации. И эти законы не изменились, потому что им не нужно было меняться. Мы знаем о нем многое, но недостаточно. И, возможно, никогда не узнаем достаточно, чтобы чувствовать себя в безопасности. Потому что пока существует вода, пока есть тишина, и пока есть те, кто подходит слишком близко к краю, он будет ждать. Если хочется увидеть больше историй о существах, которые скрываются за пределами нашего понимания, оставляйте свои мысли в комментариях и подписывайтесь, чтобы не пропустить следующее погружение в бездну реальности. Самые страшные глубины еще впереди.